Несколько часов ада для москвичей. Сотни дронов ударили по российской столице. Срочный призыв к переговорам и заявление Зеленского. Все подробности расскажем. Трамп резко меняет риторику по Украине и хвалит ВСУ. В США готовы снова ввести санкции против России. Что заставило американского президента изменить мнение? Крупный провал Путина. Мероприятие с его участием пошло не по плану. В сети опубликовали секретную запись, которую никто не должен был увидеть. Охрана подставила главу Кремля. Пропаганда перестала подчиняться диктатору. Лукашенко срочно собирает военных и говорит о втягивании в войну. Первая реакция на удар беспилотником в Брянской области. Об этих и других событиях к вечеру четверга, 18 июня. Вечер четверга с Нехта – это правильный выбор. Все важное за сегодня уже у нас. Я Олесь Корниенко. Начинаем. Вопрос, какого хуя это все сюда долетает, блядь? Москва снова проснулась под гул беспилотников, стрельбы и взрывов. И снова одной из главных целей стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который снабжает столицу топливом. Особенно показательно, что предыдущий удар по московскому НПЗ произошел всего 2 дня назад. Тогда, по данным Reuters, завод был остановлен и полностью прекратил переработку нефти. Налет продолжался несколько часов, в нем участвовало рекордное число беспилотников. По утверждению так называемого мэра Собянина, только сбито было почти 200 дронов. В Подмосковье беспилотники попадали в жилые дома, торговые центры и промышленные объекты. Как написал губернатор Андрей Воробьев, в 5 городах области пострадали 16 человек. Сообщалось также о частичной эвакуации в отдельных районах российской столицы. Бумеранг войны упал совсем недалеко от того места, из которого был запущен, всего в нескольких километрах от Кремля. Интересно, как Песков объяснит шефу этот дым над Москвой. Без паники, Владимир Владимирович, это дух Анкориджа. Ебешься, просто ебешься. У нас даже в лесу такого нет. После массированной атаки на Москву слово взял сам Владимир Зеленский. Этой ночью наши дальнобойные санкции вновь достигли московского региона. Второй раз за неделю был поражен московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины. Это вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам. Зеленский призвал Россию начать переговоры. Пора завершить эту войну, резюмировал президент Украины. Кстати, совсем недавно, после удара по Киево-Печерской лавре, Владимир Зеленский пообещал, что если будет гореть Украина, будет гореть и Москва. Що б сказали Путіну після цієї атаки? А ми ще скажемо. До побачення. Получается, сдержал слово. Ну все, горит, вся Москва нахуй горит. Вон все заводы горят. Но дроны сегодня ударили не только по Москве. Ночью беспилотники атаковали сразу 2 моста. Наши воины били по автомобильному мосту через реку Калка в районе населенного пункта Гранитная Донецкой области, а также железнодорожному мосту через Северокрымский канал в районе Раздольного в Крыму. Очевидцы насчитали около 20 взрывов. После атаки в районе железнодорожной переправы вспыхнул пожар. Официальной информации о масштабах повреждений пока нет. Через эти мосты оккупанты перебрасывают технику, боеприпасы и топливо, поэтому даже частичное нарушение их работы может создать дополнительные проблемы со снабжением российских подразделений на фронте. У Киева появились козыри. Похоже, Дональд Трамп начал смотреть на войну совсем иначе, чем еще несколько месяцев назад. Президент США вдруг отсыпал комплиментов ВСУ. У них дела идут довольно неплохо. Россия – большая страна с гораздо более крупной армией. Но Украина держится довольно хорошо. Она успешно сопротивляется.
Президент США также дал понять, что готов вернуться к идее новых санкций против России. Да, возможно, я снова их введу. Я хотел убедиться, что цены на нефть остаются как можно ниже. Теперь, когда цена на нефть значительно упала, если посмотреть на эти показатели, она действительно сильно снизилась. Так что, возможно, я верну их. Кроме того, как пишет Bloomberg, Дональд Трамп не исключил, что попросит американские оборонные компании производить оружие по лицензии в Европе и Украине. Об этом, по данным источников агентства, хозяин Белого дома говорил на саммите Большой Семерки. Нет, все-таки Путин никудышный чекист. Не случайно его в 80-е забраковали в школе КГБ. Этот шпион-неудачник опять провалил явку. Вот стараются коллеги, работают. Накануне Путин впервые за долгие месяцы вышел к народу. Наверное, этот смелый выход из бункера должен был продемонстрировать то, что он никого не боится. Но тут есть один нюанс. Похоже, народ на этой встрече был заранее подготовлен. Во время визита в Казань камеры случайно записали любопытную реплику одного из охранников. На нее обратило внимание агентство. Сотрудник службы безопасности назвал собравшихся на площади массовкой и дал команду выпускать ее. После этого Путин и глава Татарстана Рустем Минниханов продолжили общение с людьми перед камерами. Откуда приехали? Нравится Казань, да? Ваш покорный слуга в далеком 1991 году лично видел, как и к Михаилу Горбачеву, простых рабочих и крестьян, в кавычках, конечно, милиция пропускала только по таинственным спецудостоверениям. Так что таких постановок на камеру не чурался даже отец перестройки и гласности. Куда пропал Лукашенко после вчерашней атаки беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Гомельщины? В Брянской области государственные СМИ Беларуси сразу же приняли российскую версию. Удар нанесли украинцы. Пропагандисты режима взвыли на все лады, а вот комментарии Генштаба ВСУ о непричастности к атаке опубликовать не удосужились. Сам Лукашенко набрал в рот воды. На фото или видео он не появлялся, его так называемый пул весь день дежурил под дверьми, довольствуясь рапортами чиновников, которые якобы приезжали к диктатору с докладами. Говорили о коровах и заготовке кормов, а вот о раненых детях ни слова. Тяжело было выйти к своим пропагандистам, хотя те, кто давно наблюдает за этим персонажем, знают, что по средам Лукашенко отдыхает. Так что вся эта суета в резиденции могла быть обычной постановкой. Выдержав паузу длиной в сутки, диктатор срочно созвал верхушку военных и начал говорить намеками. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство, поэтому вот это все происходит. Интересно, кому же это выгодно? Но самопровозглашенный президент не стал тянуть с расследованием и сразу раскрыл дело. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Правда, этому доморощенному Лукашерлоку сразу утерла нос Служба безопасности Украины. СБУ опубликовала перехваченный российский документ, в котором отрицается наличие украинских дронов в районе предполагаемой атаки. Война закончилась? США и Иран заключили меморандум, который должен остановить конфликт и открыть Ормузский пролив. Документ подписали Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. Соглашение предусматривает прекращение огня, восстановление судоходства через пролив и начало переговоров по иранской ядерной программе. Взамен Тегеран обязуется не создавать ядерное оружие. Но самое интересное скрыто в деталях. Меморандум также предусматривает снятие нефтяных санкций с Ирана, разблокировку миллиардов долларов и масштабную финансовую помощь на восстановление страны. При этом Трамп сразу оставил за собой право вернуться к силовому сценарию. Он предупредил, если в течение 60 дней
времени и стороны не договорятся по ядерной программе, американские бомбардировки могут возобновиться. Я сказал, послушайте, если вы не будете соблюдать соглашение, я не хочу этого делать, но мы вас разбомбим к чертям. Так что пока это скорее перемирие с таймером обратного отсчета, чем окончательный мир. Есть подвижка в деле убийства в Польше российского художника Семена Скрипецкого. Подозреваемый в совершении преступления задержан полицией и спецслужбами. Об этом сообщил сам премьер страны Дональд Туск. Оказалось, что у того грузинский паспорт. Ранее следствие задержало 2 граждан Беларуси, но после проверки их отпустили. Следствие пришло к выводу, что к случившемуся они не причастны. Мужчин допросили в качестве свидетелей. 44-летний Скрипецкий, настоящее имя Роберт Кузовков, известен своими жесткими карикатурами на Путина и его ближайших соратников, но доставалось от акциониста и некоторым лидерам российской оппозиции, а также и руководству Украины. Хотя наиболее яростно художник троллил Рамзана Кадырова. Значит, я должен передать ему медаль. Вчера Рамзана Ахматовича наградили медалью за вклад в развитие производства цемента. Жизнь Скрипецкого оборвалась утром в понедельник. Неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета в упор в Бяло-Подляске. 5-й год жители Киева и других городов Украины живут под обстрелами, ночуя в метро и других укрытиях. Сегодня и москвичам пришлось прятаться, а из окна можно было увидеть то, что киевляне впервые увидели еще в феврале 2022. Но до сих пор жители российской столицы не знают ответов на простые вопросы. Черное небо. Вы все не попадете ни на учебу, ни на работу. Но это выглядит настолько кошмарно. Это, я не знаю, когда это закончится. Давайте поможем девочке в трусиках. Подскажите ей в комментариях, когда это закончится. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.